Здравствуйте! Сегодня на кухне у Евы мы приготовим очень вкусные пшеничные сухарики, которые станут отличной закуской к пиву. Но прежде чем мы приступим, пожалуйста, подпишитесь на мой канал, чтобы поддержать его развитие. Для приготовления нам понадобится хлеб пшеничный, соль, итальянская смесь трав и сметана 20%. Хлеб сперва нарезаем на ломтики. Каждый ломтик где-то толщиной около сантиметра, может быть чуть-чуть меньше. Затем каждый ломтик нарезаем на кубики. Кубики где-то получаются с ребром в 1 сантиметр. Вот такие вот кусочечки. Для приготовления этих сухариков лучше всего использовать несвежий хлеб. Свежий слишком крошится, а вот несвежий как раз позволяет нарезать его такими кусочками, как нам требуется. Нарезанный хлеб отправляем в миску. Щедро солим. У меня такая большая щепотка, но это где-то, наверное, с пол чайной ложки, может даже чуть больше. Вообще с солью ориентируемся на свой вкус. Кто-то любит очень соленое, чтобы было к пиву. Кто-то любит, чтобы сухарики были не сильно соленые. Теперь добавляем сметану. Я ее сперва перемешиваю, потому что немного отделилась сыворотка. И добавляю вот 2 такие большие ложки. И сразу на сметану сыплю итальянские травы. Тут есть укроп, орегано. Ну, сильно какие-то вот крупные кусочки можно и убрать. Можно только мелкие. Хотя, впрочем, они просыпятся. Сразу на сметану вот насыпаю. И быстренько перемешиваю. Тщательно перемешиваю и смотрю, хорошо ли смазаны сухарики сметаной. Если сухарики не сильно хорошо смазаны, то можно добавить. Сметана не должна быть на сухариках так, как масло на хлебе, но каждый из сухариков должен быть смочен. Тщательно вымешиваю. Вот вижу, что еще чуть-чуть можно добавить сметаны. Добавляю. Конечно, в ролике точное количество сметаны будет указано и в описании, и в заставке с ингредиентами. Кстати, от черствости, мягкости хлеба как раз зависит, сколько сметаны пойдет. Так что тут ориентируемся именно на внешний вид. Вот смотрите, как оно должно быть. Оно вроде как и смазано, но оно не липкое. Кусочки не липнут друг к другу, но все-таки смазано. То есть вкус сметаны будет на каждом кусочке хлебушка. Сейчас пробуем на соль. Если надо, досаливаем. Пробуем на специи. Если нужно какие-то там, допустим, укроп или чеснока захотелось, или еще чего-то, сразу же добавляем. На мой вкус чайной ложки итальянской приправы и где-то пол чайной ложки соли более чем достаточно. Но тут вы сами пробуйте и принимайте решение. Подготовленные сухарики высыпаем на противень. Разравниваем. При желании противень, конечно, можно застелить пергаментом. Но даже без пергамента все получается просто супер, поэтому я не вижу смысла переводить пекарскую бумагу. Раскладываем в один слой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку. Время термической обработки здесь напрямую тоже зависит от количества сметаны, которую вы добавили к хлебу. Сухарики у меня запекались около 20 минут. Получились они вот такие вот красивые, румяные. Если вы любите более светленькие, то можете через минут 10 выключить духовку и достать. Они получаются очень вкусные, очень такие приятные, ароматные. Вкус ничуть не уступает магазинным. Мне даже кажется, что намного вкуснее. Попробуйте приготовить и убедитесь в этом сами. Если вам понравился рецепт, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал, поделитесь в социальных сетях, а также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить рецепты новых, вкусных, полезных, интересных блюд. Приятного аппетита всем! Пока-пока!